88 место занимает Хуан Миро, последний великий испанский художник. Получилось, однако, так, что в 20 веке Испания дала несколько крупных имен в живописи, и, по крайней мере, двое, Пикассо и Дали, успешно затмили Миро, задвинули его в тень и сделали его несколько эзотерической фигурой. Что крайне несправедливо, потому что Миро, безусловно, более оригинальный и более глубокий художник, чем эти двое. Получилось это, может быть, и потому, что он пришел, с одной стороны, слишком поздно по сравнению с Пикассо и слишком рано по сравнению с Дали. И получилось так, что Пикассо был принят под крыло критикой и художниками, коллегами, тогда как Дали стал народным художником, поп-художником, массовым художником с огромным талантом к саморекламе и умением приспосабливаться к всевозможным тенденциям каждого отдельного десятилетия. Миро был совсем другим и человеком, и творцом. Он был более провинциален, чем Пикассо, и более замкнут, самодостаточен, чем Дали. Живопись его представляет собой средний путь между чистой абстракцией и сюрреалистическими отражениями бессознательного, сновидений, кошмаров и других явлений темной части человеческого «я». Начал он, однако, с подражания последним новостям парижского художественного рынка, а именно фавизма, и ранние его работы можно спутать с некоторыми работами Матисса. Но очень быстро, я бы сказал, молниеносно быстро, он перешел к оригинальному, собственному пути, на котором с тех пор оставался всегда, несмотря на определенные влияния со стороны, которые, однако, никогда не становились для него самоцелью, а всегда оставались только средствами, которые он принимал в свой набор инструментов, набор чрезвычайно богатый, и те влияния, которые оказывали на него художники 20 века, трудно все же поставить рядом с влияниями, которые исходили из далекого прошлого и более всего из той среды, из той каталонской сельской жизни, откуда он, собственно, вышел. Первые, самые интересные его работы, в которых впервые обозначился Миро как человек с оригинальным самостоятельным голосом в искусстве, были, с одной стороны, портреты, с другой стороны, пейзажи. Вообще, в классификации Миро представляет собой загадку, потому что он писал практически все жанры, но нельзя сказать, чтобы он специализировался в каком-то из них. Его поздняя или зрелая манера вообще не подлежит никакой жанровой классификации, она единственна в своем роде, и потому приходится скорее придумывать некий новый жанр, мироподобный, чем приписывать его к какому-то конкретному жанру. Его ранние портреты носят на себе следы влияния, опять-таки, современных тогдашних последних писков моды. Это и кубизм, и, возможно, связь с Сезанном, и даже отчасти с Руссо, таможенником Руссо. Но уже в этих первых портретах мы видим, как сквозь все эти наносные влияния извне пробивается мощный росток оригинального таланта Хуана. Эти портреты показывают, что он понял главный урок современной тогдашней живописи, прежде всего французской, которая указала на необходимость нового понимания пространства и нового понимания линий. С одной стороны, здесь много жестких, четких, острых линий. Эти формы как бы вырезаны на полотне, но в то же время плоский, самодостаточный цвет
смягчает эту резкость, эту остроту и позволяет этим картинам дышать, жить, пульсировать. Сюда относится, например, автопортрет, где, начиная с фактуры красной рубашки и заканчивая горлом, носом, глазами, каждая деталь является при всей своей, на первый взгляд, разрозненности, подчеркнутости каждого отдельного элемента все равно гармоничной и производит впечатление, с одной стороны, полной современности, с другой стороны, неожиданно это классические вещи. В них нету ничего режущего глаз и ничего принуждающего зрителя к некоторому насилию над своими художественными привычками. Сюда же относится портрет девочки с ее почти змеиными глазами. Испанская танцовщица, где тоже все традиционные формы переданы, однако, в ультрасовременной манере, что создает поразительный разрыв ожидания и действительности. Того, что мы привыкли видеть в изображениях испанских танцовщиц, и тем, как она выглядит сейчас, в начале 20 века. В другом портрете одного из коллег Миро на заднем плане сознательно вклеена японская миниатюра, как бы подчеркивая связь еще и с восточным миром, с восточной живописью. Но переход от проб или подражаний происходит уже в начале 20-х годов, после первой поездки Миро в Париж, где он был принят с большим интересом всеми своими коллегами, включая Пикассо, который тут же купил у него портрет испанской танцовщицы. И вообще, надо сказать, испытал немалое влияние своего младшего коллеги, о чем, однако, старался вслух не говорить, но это очевидно, если посмотреть на многие его картины после этого периода. И вот в Париже, увидев, наконец, все основные кубистические линии развития, познакомившись с основными представителями кубизма и в то же время с уже зарождающимся через дадаистов сюрреализмом, Миро принял решение, что он возьмет их инструменты, увезет их с собой в провинцию, в каталонскую провинцию, и напишет традиционный, в кавычках, испанский пейзаж этими новыми инструментами. И вот то, что у него получилось в результате применения ультрасовременных модернистских методов и его патриархального, архаического, провинциального мировоззрения, однако более здорового, чем то мировоззрение, которым пробавлялись более известные и более передовые, опять-таки в кавычках, парижские коллеги, привело его к подлинной революции в не только испанской, но, пожалуй, в европейской и даже мировой живописи. Первой ласточкой этой революции был новый натюрморт. Новый в смысле понимания того, что такое вообще натюрморт, как к нему нужно относиться. Это так называемый «Стол с кроликом». Картина 20-го года, которая, можно сказать, стала манифестом нового Миро, прошедшего искус парижского модернизма. Во-первых, это никакой не натюрморт, потому что здесь все живое, включая и самого кролика, который весьма бдительно смотрит на зрителя, и петуха. Можно сказать, что это натюр-вив, живая природа, хотя и поставленная в искусственные городские рамки. Стол решен в духе как раз кубистических последних новшеств, но кроме отдельных косых линий, углов, теней подчеркнутых, все остальное является не только реалистическим, но даже натуралистическим полотном. Новые методы всюду только оттеняют саму природу. Так, например, скошенная лапка кролика – это, безусловно, оммаж кубистической техники, но она подставлена на службу крестьянскому видению природы, крестьянской эстетике.
И это и есть, пожалуй, первый прорыв Миро как художника, потому что он показал, после того, как мы насмотрелись городских пейзажей, городских натюрмортов, городских портретов, он показал, чем живет большинство европейцев, даже большинство людей на Земле. А большинство людей на Земле живет простыми радостями, простыми формами, простыми вещами. И вот этот кролик и этот петух, блестяще написанный со всеми оттенками его перьев, синими, зелеными, красными. Этот перец, кувшин, лук, газета, которая окажется тоже почти одушевленной в своих пульсирующих, четких формах. Все это возврат живописи на торный путь близости к земле. Как об этом говорил, кстати, сам Миро. Близость к земле — это залог успеха. Залог того, что эксперименты не заведут в тупик. Сразу же после завершения кролика Миро берется за программную вещь, в которой он должен показать, с одной стороны, все, чему он научился в Париже, с другой стороны, все, что он увидел в своей родной деревне. Это ферма, писавшаяся 9 месяцев, стоившая Миро огромных усилий, но полностью оправдавшая эти усилия, потому что эта картина представляет собой водораздел не только в его личном развитии как художника, но и в истории европейского модернизма. Здесь мы снова видим пример сделанности, филоновской сделанности, причем сделанности сознательной, поставленной во главу угла. Это не реалистическая картина уже, но и не чистый эксперимент, а опять-таки некий причудливый гибрид старого и нового. Прежде всего бросается в глаза новое понимание пространства. Миро, хотя постоянно сводит ради простоты и яркости отдельных элементов пространства к плоскости, в то же время возвращается с помощью отдельных тонких приемов к подчеркиванию того, что речь все же идет об объемах, о глубине. Чаще всего это происходит с помощью земли, показанной во всех стадиях своей обработки. И здесь в ферме мы видим, как вскопанные грядки такими уступами, как бы лестничными пролетами поднимается вверх и тем самым создает, в общем-то, плоскому полотну неожиданно иллюзию глубины. На горизонте видны горы, лесок, который тоже не позволяет забыть о том, что это все же подлинный кусок природы, подлинная местность, а не просто фантазия художника. Наконец, в решении курятника, скажем, где сочетается натуралистически сделанная крыша, стены и проведенная красной линией абстракция пространства, абстракция квадрата, в который заключены животные. Вот эта красная линия, на которой сидит голубь, чем-то напоминая отделенные от Миро тысячелетиями фрески из Помпей, где тоже есть подобные игры с иллюзионизмом, где тоже есть птицы, сидящие на абстрактной геометрической линии. Здесь мы видим сочетание подробностей, выписанных с почти чрезмерной старательностью, и общего настроения, настроения трудового дня, настроения будничного, бытового времени. Каждый занимается своим делом. Лошадь ходит по кругу, очевидно, это мельница. Женщина достает ведро с водой из колодца. В проеме двери видна задняя часть то ли лошади, то ли осла. Бросаются в глаза вскопанные грядки, на которых видна и улитка, и ящерица. Тут же стоит лейка. Одним словом, работа в самом разгаре. В центре композиции находится причудливое дерево. Некоторые считают, что это эвкалипт.
Трудно сказать, может быть и так, но это дерево, безусловно, доведенное до абстракции дерева. При этом оно выписано весьма подробно. Его кора показана во всех подробностях, его листья, похожие на, скорее, гигантский хвощ, чем на большое дерево. И она как бы создает, поддерживает всю эту структуру, являясь как бы органической колонной, на которой держится все остальное. В этой картине столько деталей, что перечислять их было бы слишком долго, но в то же время никогда эти детали не перекрывают целого, не слишком тянут на себя одеяло, и картина поразительно гармонична в своей последовательности. Наш взгляд не мечется из стороны в сторону в поисках чего-то интересного, а как бы поднимается, кружит, спускается, углубляется и всюду находит правду, всюду находит почти полную иллюзию присутствия предметов и животных. Ферма имела большой успех, поэтому уже на следующий год после фермы мы видим картину «Жена фермера», которая как раз показывает медленное перестраивание, медленный переход на другой маршрут. И однако каждый из элементов предыдущей картины присутствует в новой. Здесь мы видим того же кролика, который знаком нам еще по натюрморту 2020 года. В руках этой хозяйки. Сама хозяйка похожа на портреты конца 10-х, начала 20-х годов, где причудливо сочетается плоскость и искажение, прежде всего в знаменитых слоновьих ступнях, и обыденная, традиционная объемность. Рука, согнутая в локте, складки на ее платье и лицо. Знаменитым стал и кот на этой картине. Он настолько понравился Миро, что он даже сделал его в отдельном маленьком этюде самодостаточной фигурой. И тоже этот кот, это с одной стороны действительно кот, с другой стороны это некое новое существо, выдвинутое в мир абстракции. Остальные же предметы уже приобретают форму намеков, оболочек пустых, оставшихся от предметов. Это печь или вытяжка, полотенце, висящее на гвозде. И с каждой последующей картиной Миро все больше и больше дематериализовал тот мир, который он изображает. Вещи все больше становились символами. В этот момент происходит сближение Миро с французскими сюрреалистами. Причем глава этой группы Андре Бретон, как известно, говорил, что Миро был, может быть, самым большим сюрреалистом из всех нас. Правда, эта связь была скорее односторонней. Для Миро все, чего хотели достичь сюрреалисты в живописи, было, опять-таки, не более чем эпизодом, побочным ответвлением его основной траектории. В середине 20-х годов он, развиваясь вполне последовательно, его эволюция не знала больших скачков, об этом надо сказать прямо, переходит как раз от так называемых деталистских пейзажей к пейзажам абстрактным или сюрреалистическим. Важным переходным произведением здесь является так называемая «Вспаханная земля». Если сравнить ее с написанной всего за 2 года до того фермой, то многое еще здесь похоже, аналогично, но уже виден путь к чему-то иному, путь к углублению в сущность. Все те же животные, в основном сельскохозяйственные, та же земля, то же дерево, только смещенное вправо. У дерева есть и глаз, и ухо. Кроме обычных существующих животных появляются некие странные гибриды, чудовища, гномы, тролли, гоблины, которые сообщают всему происходящему некий фантастически убедительный характер. Впервые Миро, исходя из конкретного пейзажа, конкретной местности, превращает эту конкретную местность в сказку.
в миф. Связь с мифом и с древностью укрепляется также тем, что один из быков на этой картине — это почти точная копия быков со стен пещеры Альтамиры, которую Миро неоднократно посещал и которая, безусловно, вдохновила его на своего рода неопримитивизм, обращение к самым-самым ранним корням европейской изобразительности. Тут же присутствуют, однако, реальные политические флаги Испании, Каталонии, Франции, которые не дают нам оторваться слишком уж от реальности и которые как раз сообщают этой сказке четкий хронологический ярлык, показывают, что речь все же идет о сказке 20 века. Затем следующие картины, например, каталонский пейзаж с охотником, продолжают тенденцию к упрощению, с одной стороны, предметных начал, с другой стороны, к все большей и большей нагрузке картин двусмысленными, трехсмысленными значениями. Если Зайца еще можно узнать благодаря его голове, хотя в остальном он расчленен и превращен в некую абстракцию с еле заметными точечными линиями, обозначающими его движение вперед, то охотник уже разбит на отдельные атомы. Можно еще распознать ружье, его голову с трубкой, но все остальное уже дематериализовано, превращено в чистую схему, в чертеж. От изображения того, что он видит, художник переходит к воплощению того, что он чувствует и мыслит о видимом. Как происходят эти переходы, где находится толчок или импульс к окончательному принятию решения в пользу, например, чистой абстракции? Сказать это очень сложно. Между вспаханной землей 24 года и собакой, лающей на Луну 26-го, как будто пролегает пропасть. Это уже разная живопись, это два разных художника. Может быть, картиной, примеряющей крайности и дающей опять-таки необходимую передышку и зрителю, и художнику, был «Карнавал Арлекина». Еще одна известная вещь, может быть, самая известная вещь раннего Миро после «Фермы». Здесь произошел отказ от привязки к реальному вечному миру, но элементы все еще находятся в определенной традиционной композиционной связи. Сам Арлекин здесь находится слева с дыркой в животе, потому что этот персонаж отражает испытания, лишения, которые претерпел сам Миро в Париже в это время, где порой ему не на что было пообедать. Но уже здесь появляются те элементы, которые в течение многих лет будут своего рода вещими сигнатурами живописи Миро. Это прежде всего лестница в небо, видимая слева. Это многочисленные полунасекомые, полуантропоморфные существа. Это ритм, который задается изгибающимися линиями, постоянно движущимися формами, даже там, где они не несут на себе никакой конкретной сюжетной нагрузки. Миро находит рецепт, может быть, даже слишком успешный рецепт, как справляться с непонятностью этих элементов. «Карнавал Арлекина» — это первый пример своего рода абстрактного аквариума, где отдельные элементы или даже одушевленные существа переплетаются между собой, ведут определенную борьбу или танец. И в то же время это замкнутое целое, которое можно вывести на плоскость. Вот это странное сочетание объема и плоскости — это вообще постоянная тема живописи Миро, потому что и в более позднем периоде, когда он откажется от последних следов реалистических видов, от реализма как принципа, даже тогда у него будет сочетаться плоскость и иллюзия глубины, высоты, объема. Здесь находится один из нервов всего его творчества, благодаря которому он может претендовать на это высокое значение одного из главных художников 20 века.
этот момент можно провести определенные аналогии с тем, что делал Макс Эрнст в те же самые годы, Дали, Магрит, Танги, еще некоторые представители этого движения. Но Миро, безусловно, оставался впереди стаи, потому что его внутреннее развитие просто совпало, так получилось на некоторое время, с развитием последнего крупного художественного движения 20 века. Но эта эволюция всегда была последовательной, плавной. В ней никогда не было резких скачков, обрывов между манерами или темами. В двух самых ярких, чисто сюрреалистических картинах второй половины 20-х годов «Собака, лающая на луну» и «Пейзаж с зайцем» Миро доходит до определенного предела выразительности в конкретной найденной манере, когда все основные элементы, живые или неодушевленные, становятся своего рода живой геометрией. Это некие эллипсы, круги. Кажется, что взята школьная линейка и с ее помощью начерчен некий новый мир, а затем раскрашен красками. Присутствует на первой картине лестница, которая уже была в Арлекине и которая показывает, что переход от неба к земле возможен, хотя и очень труден. Что касается собаки и луны, то это по сути одно и то же. Это отражение одного в другом. Собака похожа на луну, луна похожа на собаку. И в этой аналогии также заключен определенный, хотя вряд ли осознававшийся самим художником сознательно до конца, смысл. Вещи здесь как бы плавятся. И они показаны в неком художественном зеркале. Это мир сновидений, превращение вещей неодушевленных в живые существа, явление обыденное и не вызывающее уже никакого удивления. Переход от Земли к небу и обратно становится возможен с помощью знаменитых лестниц на небо, имеющих, возможно, если не религиозный, то уж, по крайней мере, мистический характер. Во второй картине «Пейзаж с зайцем», которая для многих была своего рода визитной карточкой всего творчества Миро, доводит эту сновидческую логику до логического конца. Заяц, который вообще регулярно встречался в ранних картинах Миро, превращен здесь в новое существо, неизвестное науке, которое, однако, выражает всю ту же эмоцию тревоги, страха, нервности. И нервность эта объясняется, видимо, кометой, которая в нарушении всех традиционных правил перспективы как бы раскручивается на зрителя, гипнотизируя его и заставляя его, так же как самого зайца, забыть обо всем, что происходит вокруг. Картина удивительно лаконична. В ней нет ничего лишнего, но в то же время она действует так, как будто на ней изображен огромный пласт невидимой реальности. Уже в конце 20-х годов происходит следующий скачок, следующий шаг в развитии Миро как художника, связанный с влиянием, копированием и превращением классических полотен. В 1928 году Миро посещает Голландию, где на него производит огромное впечатление даже не самые главные голландские мастера, а как раз малые, якобы второстепенные художники 17 века, в основном занимавшиеся бытовым жанром. Они настолько поразили Миро, что он покупает наборы открыток с их репродукциями и затем уже дома по этим репродукциям начинает повторять их сюжеты, пытаясь в них выделить, вытравить, химически преобразовать
ту основную тайну, ту загадку, которая кроется в этих, на первый взгляд, непритязательных, банальных даже вещах. Написаны им в это время быстро один за другим 3 голландских интерьера, которые показывают, пожалуй, лучше, чем любая другая картина Миро, его рабочий метод. Заключается он в том, что композиция существующей картины берется почти неизменно, но затем, как бы под ударом волшебной палочки, все приобретает искаженные, вычурные формы. Одни вещи или люди, животные раздуваются, становятся гораздо больше, чем они были в оригинале. Другие также резко уменьшаются, съеживаются. Пропорции полностью меняются, но, как ни странно, ничего не теряется из оригинала. Он по-своему сохраняет все свое значение, всю свою однажды найденную правильную гармоническую форму. И можно даже при сопоставлении исходника и копии, хотя о копии здесь нужно говорить очень условно, это скорее второе рождение того же сюжета, как, например, с картиной Яна Стена, где дети учат кота танцевать. То, что делает из этого сюжета Миро, это по сути снятие всего лишнего, поскольку у Стена все еще весьма давлеет реалистическое начало, он все еще хочет отобразить мир таким, каков он есть, тогда как Миро после всех событий начала 20 века может позволить себе отбросить внешнюю похожесть, чтобы подчеркнуть глубокую суть. Кажется, что источник, первый источник, превращен в карикатуру, но на самом деле это не насмешка, а скорее увеличение в микроскопе, когда все, что было сделано ранними голландцами, сегодня сохраняет свою силу, но должно быть преобразовано, пропущено через некий фильтр, для того, чтобы мы могли смотреть на эту живопись без снисхождения, потому что мы видим мир более остро, более бескомпромиссно. И вот как раз бескомпромиссность, с которой Миро преобразовал старых голландцев, позволяет говорить о том, что он стал их лучшим современным учеником, а это весьма немало. Ни про Пикассо, ни про Дали этого сказать нельзя. Хотя, странным образом, вообще все испанские модернисты отдали дань в разное время по разным причинам копированию старых мастеров. У Пикассо это приобрело характер так называемого неоклассицизма, довольно сомнительного, честно говоря, в его намерениях и результатах. Дали же пришел к копированию старых испанцев, французов, голландцев к концу жизни, когда, надо сказать, его собственные сюжетные способности были исчерпаны. Но ни Дали, ни Пикассо не могут сравниться в этом копировании условном с Миро, потому что только Миро смог из этого копирования извлечь необходимые уроки, и он остался самим собой, даже копируя чужие картины, он не был стилизатором, он был первооткрывателем того скрытого ядра, которое в этих картинах находилось, но до него никто не мог до него добраться. Хотя в целом надо сказать, что Миро не был принят с большим восторгом публикой того времени, в отличие от художников. Можно сказать, что он оставался художником для художников. Его картины внимательно изучались, на них, можно сказать, учились многие модернисты более поздних поколений, но публика долгое время не могла понять, что делать с Миро, как к нему относиться, является ли он новатором или архаистом. Но все это очень мало волновало художника. Надо сказать, что он всегда отличался огромной независимостью и даже гордостью, ничуть не потакая вкусом своего времени. Это же впоследствии привело его к определенному охлаждению отношений с Пикассо, которого он обвинял или журил за то, что
Он слишком уж любит окружать себя всякими паразитами, прихвостнями, которые смотрят ему в рот, всячески улавливают его желания с тем, чтобы, прислонившись как бы к его славе и популярности, самим урвать какие-то куски. И уже в 30-е годы в одном из интервью, которое Миро дал парижскому журналисту, он прямо говорил о том, что модернисты сдулись. Модернисты оказались довольно хлипкими ребятами, не выдержали испытания бедностью или безвестностью и начали, поддаваясь мещанским запросам, рисовать более понятно, более популярно, что, по его мнению, это высший позор, особенно для современного художника. Они, как он говорил, спустили флаг и поджали хвост, тогда как он продолжал, не считаясь ни с какой популярностью, не считаясь, есть ли у него заказы или нет, писать то, что он считал нужным, и так, как он считал нужным. Его толкало вперед неудовлетворенное стремление к новому, горение его художественного поиска. 30-е годы определяют новый этап творчества Миро, но, как и для многих других, может даже для большинства европейских художников, этот перелом, этот этап был весьма негативным. В 30-е годы сюрреалисты вынуждены занять политическую позицию. Они должны выбрать, с кем они. И для испанских художников это в особенности было актуальным, потому что в 1936 году началась гражданская война, которая резко изменила все расклады в Испании, не только политические, но и культурные. Большинство художников вынуждено было эмигрировать из Испании. Среди них был и Миро, который даже написал конъюнктурный плакат «Помогите Испании», отстаивал как раз республиканскую позицию, но в 1940 году, после 4 лет отсутствия, Миро все же вернулся в Испанию, правда, занимал там скромное место, не высовывался, работал на своей ферме и в своей мастерской в Барселоне, вообще никак не ввязывался в политические дрязги. Но за годы, проведенные в изгнании в Париже, Миро изменил свое мировоззрение, и его картины этого периода, так называемого дикого периода, изображают человека прежде всего в самом неприглядном свете. Это жестокие, даже жуткие карикатуры, издевательства над формой человеческого тела. В этом периоде Миро довольно близко подошел к тому, что делали Дали и Эрнст, также весьма нелицеприятно отобразившие человека в конце 30-х годов, представивших его в виде подчеркнуто плотского существа, неприятного, потного, склизкого, полного всевозможных жидкостей и выделений. Но у Миро подобное разоблачение человеческой природы было, пожалуй, более художественно ценным, потому что он начал с той же проницательностью, которая ранее сопровождала его интерес к готовым сюжетам, готовым предметам, посвящать его в область абстрактного портрета. Миро 30-х годов — это абстрактные портреты мужчин и женщин, не имеющих имени, национальности, профессии, но всегда мужчины и женщины, которые неприятны, которые спорят, враждуют между собой, и в конце концов это те люди, особенно мужчины, которые начали затем Вторую мировую войну. В произведениях Миро второй половины 30-х годов мы встречаем оперную певицу, голову женщины, голову мужчины, мужчину и женщину перед кучей дерьма, двух философов. И всюду мы видим, что человек это не звучит гордо. Человек в 30-е годы превратился в нечто неорганическое или, по крайней мере, низшее, червеобразное, некую массу рук, ног, глаз, волос, не только
не выше животного, но скорее даже ниже его. Это некое недоживотное. Здесь всегда есть опасность впасть в упрощение и сказать, что ну конечно, ведь он жил в такие сложные времена, сгущались тучи международного горизонта, готовилась Вторая мировая война, фашизм шагал по Европе. Но в чем отличие Миро? В чем его ценность сегодня, когда все эти ангажированные художественные эксперименты уже не кажутся такими убедительными или столь важными, какими они казались тогда или в середине 20 века. Его живопись даже тогда, когда он нелицеприятен, когда он неприятен даже в своем взгляде на человечество, это все же живопись, которая хочет открыть нечто о человеке. Не просто осуждение, не просто карикатура, не просто попытка, опять же, использовать искусство в политических целях, как это очень часто происходило в модернизме. Но именно, да, болезненная, неприятная, но в то же время искупающая, исцеляющая живопись. Живопись, которая дает человеку, искривленному человеку, прямое зеркало, в котором это искривление становится особенно безобразным. И надо сказать, что Миро очень быстро закончил с этим периодом обличений, периодом политической ангажированности. И как раз в момент начала, разгара Второй мировой войны вернулся в Испанию, где полностью отказался от отражения современных событий, придя к так называемым созвездиям, к теме созвездий, которые уже представляют собой необратимый переход к более позднему периоду его творчества, к которому уже и нельзя приписать никаких особых названий, измов. Почему созвездия? Потому что от неприглядной действительности середины 40-х годов нужно было уйти. Нужен был запасной выход, отдушина. Такой отдушиной для Миро стали, с одной стороны, народные фольклорные мотивы Испании, с которыми он всегда был тесно связан с самого детства, но которые до сих пор находились как бы на заднем фоне, на заднем плане его работ. Вторым же стали астрономические темы, просто наблюдение ночного неба. Теперь эти наблюдения и фольклорные мотивы нашли точку соприкосновения. Момент, когда видимое и невидимое пересекаются и дают некое новое начало. Я бы назвал эту живопись тотемной живописью, потому что в ней сочетаются узнаваемые вещи, предметы, животные с символическим и ритуальным значением. В этих созвездиях также, кроме их неопределенной связи с реальным миром, бросается в глаза то, что Миро продолжает искать новые способы отражения пространства. Это происходит здесь в виде наложения форм, когда при пересечении два предмета или два живых существа не перекрывают друг друга, а скорее становятся полупрозрачными и наслаиваются одно на другое. Это сложно передать словами, но всякий раз, когда смотришь на эти картины, понимаешь, о чем идет речь, понимаешь также, что в них дана некая живописная логика все той же сказочной действительности, в которой возможно все, в которой есть место любому превращению и где одно проглядывает сквозь другое. Этот период был важен для Миро как своего рода художественное исцеление, после которого он как раз и смог перейти к неопримитивистскому, неодетскому, неопещерному искусству. Этот период часто недооцениваемый, кстати, потому что многие критики и простые зрители, которые любят Миро, любят его за раннюю живопись, его ранние работы, тогда как поздние
порой называются откровенно даже мазнёй, ленивой живописью, и как бы художник, по мнению этих людей, начал повторяться, ходить по кругу и уже не был тем первооткрывателем, как в первые десятилетия своей карьеры. Это неверно. Миро, и в этом его, пожалуй, очередное отличие от более известных соотечественников Пикассо и Дали, никогда не останавливал свой поиск, никогда не почивал на лаврах, никогда не готов был успокоиться. Его позднее творчество – это самое последовательное и самое успешное в 20 веке возвращение к эстетике детского рисунка. А между прочим, детский рисунок – это самое сложное, что может быть в живописи взрослой. Потому что, конечно, все понимают, в чем сила детского рисунка. В его непосредственности, в его свежем взгляде на мир, в его незнании о том, что такое техника, когда главное – это что хочет сказать автор, а не как он это делает. Но все это можно абстрактно, рационально понять, а вот сделать с такой же силой, приобщиться к этому, опять-таки, вечному истоку искусства, вот это практически невозможно. Примеров успешного перенимания детского рисунка взрослыми художниками, таких случаев было, может быть, 2-3 за всю историю современной живописи. И как раз Миро один из тех редких счастливцев, кому это удалось. Его творчество конца 40-х, 50-х, 60-х, 70-х годов, не будем забывать, что Миро прожил 90 лет, его траектория чрезвычайно длинна и извилиста. Но в эти последние десятилетия своей жизни он довел интерес к пещерной живописи, детскому рисунку до своего рода апогея, до подлинного стиля, который можно определить как неопримитивизм. Хотя все навыки, открытия, которые он сделал в первой части своей жизни, остались с ним и время от времени появляются, зримо всплывают даже в этом неопримитивистском периоде. В этот период картины теряют плотную связь с сюжетностью, в них больше нет определенного жанра, и даже названия их зачастую не имеют большого значения, потому что это не более чем условные привязки к какому-то событию в жизни художника, которое совсем не обязательно для нас, когда мы смотрим на них спустя много лет. Но это неопримитивистская живопись, пожалуй, итог живописи 20 века. Дальше живопись современная, живопись модернистская не пошла, да и не могла пойти. Здесь окончательно нарушены все правила, все каноны, все приличия. Именно поэтому многие обвинили Миро в том, что он занимается мазнёй. Но приглядываясь к ним, мы видим, что здесь нет ничего случайного, что звериное чувство цвета, формы, линии не только не покинули Миро, но наоборот сделались впервые, может быть, по-настоящему явленными.
Как описать эти картины, я не знаю. У них нету никаких привязок к теории, к истории живописи. Это как если бы мы снова оказались в пещере, как если бы мы вернулись в детство, и в хаотической смеси цветов, линий, кругов, фактур заново начали открывать для себя сущность искусства. Миро обогнал всех своих конкурентов, которые в начале 20 века могли смотреть на него сверху вниз и считать его своим младшим учеником, подмастерьем. И смог Миро добиться этого благодаря все той же тесной связи с землей. Отказом стать парижским героем, знаменитостью, отказом от больших денег и большой славы. И в этом, пожалуй, один из главных уроков позднего творчества Миро для современной, чрезвычайно сомнительной живописи, находящейся в глубочайшем кризисе. Миро может спасти современного художника, если он обратится прежде всего к его позднему творчеству, показав ему, как художник может оставаться ребенком. На 87-м месте Му Ци, Китай, 13 век. Постепенно все чаще встречаются представители Востока в этом списке. Китайская живопись — это, конечно, огромная тема, в которую я не собираюсь так это легкомысленно влезать за 5 минут. Но Му Ци интересен прежде всего как общечеловечески важная фигура, не только как один из китайских художников, а, пожалуй, как лучший китайский художник всех времен. Парадокс, однако, в том, что в самом Китае он долгое время, да в общем-то и сейчас, не считается какой-то супер значимой фигурой, большим таким уж мастером. Это случилось, наверное, потому, что, будучи буддийским монахом, он занимался живописью скорее как развлечением, после более важных дел, а потому никогда не считался своим среди придворных, академических, профессиональных художников. Кроме того, он оказался изолированной фигурой, у него не было ни учителей, ни учеников. Он был абсолютно сам по себе. Что тоже очень плохо, если ты хочешь быть записанным в историю на выгодном месте. Получилось так, что уже при жизни его обвиняли в отходе от канонов, в грубости, в том, что ему не хватает тонкости кисти, и вообще, что он слишком много себе позволяет, слишком он хочет быть самим собой. И оказалось, что японцы, а не китайцы, оценили его по достоинству. Большинство его произведений сегодня хранится именно в Японии, в разных монастырях. И попадать в Японию эти работы начали уже очень скоро, практически еще при жизни самого Му Ци, но особенно после его смерти они, можно сказать, были целенаправленно вывезены в Японию и сегодня входят в число так называемых национальных сокровищ, важнейших культурных артефактов.
Получилось так, что Муци научил японских художников видеть природу, мир, человека. И вся последующая живопись Японии может считаться во многом продолжением и техники, и мировоззрения Муци. Именно поэтому он имеет такое большое значение. Ведь японская живопись — это важнейшая восточная живопись, как сама по себе, так и в своем влиянии на живопись европейскую в XIX веке. Но Муци, еще до того, как он повлиял на японцев, был уже вполне самодостаточен. Его можно назвать художником-универсалом, потому что он работал во всех основных жанрах: пейзажа, портрета, натюрморта, религиозной картины. Самая известная его вещь — это триптих «Гуанинь» с журавлем и гиббоном. Все его вещи написаны тушью на шелке, что необычно для Европы и может объяснить некоторые технические моменты его творчества. Почему именно триптих произвел такое большое впечатление сначала на японцев, а затем на европейских исследователей? Возможно, сработала аналогия с европейскими алтарями средних веков и Возрождения. Может быть, сама троичность построения картины привлекает к себе внимание во всем мире. Она является как бы общечеловеческой. Но для китайской живописи сочетание богини и животных — это вполне стандартная практика. Поэтому здесь Муци не был первопроходцем, но в чем он был первым, так это в серьезности изображения как раз животных. Возьмем хотя бы журавля. У журавля в этой картине единственное цветное пятно — красные перья на голове. В основном Муци был монохромщиком, как, впрочем, и многие другие китайские художники Средневековья, и лишь изредка он позволял себе маленькое пятно цвета, подчеркивающее только еще больше черно-белую основу. Журавль — это, разумеется, символ чистоты. Это одно из животных, которое могло сигнализировать и своим появлением, и своим пением о близости Будды или бодхисаттв. Что касается гиббона, то это интереснейший символ как раз китайской культуры в целом и живописи, поскольку гиббоны, пожалуй, наиболее тонкая, наиболее интеллигентная разновидность обезьяны, и для китайцев они оказались своего рода переходным видом от духов, богов к человеку. Поэтому гиббон постоянно встречается в китайской живописи классической, но только у Муци он достигает такой силы образной, такого проникновения в сущность этого животного. Эта правая часть триптиха часто изолируется и воспроизводится отдельно, потому что она, безусловно, самая сильная в этом произведении. Обезьяна решена как набор овалов или шаров пушистых. Морда практически не выделяется на фоне тела, но именно сочетание шаров и перспективно данной ветки, на которой она сидит, прижимая к себе детеныша, удивительным образом оказывается чем-то понятным даже для людей, далеких от всех этих китайских символических тонкостей, потому что в ней запечатлено некое настроение абсолютного одиночества, забвения, в конце концов, пустоты. Здесь мы подходим к часто несколько переоцениваемому обстоятельству, а именно тому, что Муци был дзен-буддистом, и потому многие европейские исследователи хотели попросту вычитать из его картин некие заранее известные идеи дзен-буддистской мысли. Разумеется, это не просто картины, это картины, предназначенные для прозрения, притом они, скорее всего, писались как раз для монастырского обихода. Их должны были в основном увидеть монахи, а не миряне. И, собственно, что хочет сказать Муци этим гиббоном и другими гиббонами, которых он еще рисовал немало? Разумеется, обезьяна, вообще гиббон в частности, это символ либо даосского бессмертного, либо буддийского архата.
Как известно, дзен-буддизм есть неуловимая смесь даосизма и буддизма. Что касается тумана, который столь часто любил изображать Му Ци на своих картинах, то туман — это символ мировой иллюзии и все той же неуловимой буддийской пустоты, которая есть одновременно все и ничто. Вот сочетание тумана и обезьяны оказывается у него постоянно встречающимся символом, который говорит о одиночестве всякого разумного существа в иллюзорном мире, но в то же время дает основание, дает надежду на то, что эта иллюзия будет преодолена и в конце концов все станет единым. И вот как раз для достижения этого единства и предназначено было его искусство, потому что, несомненно, он вел еще и научную деятельность, однако никаких трактатов от него не осталось, поэтому, скорее всего, он учил только устно и лишь в картинах, может быть, давал некие наглядные знаки для тех, кому он читал свои лекции, проповеди. И в этом, пожалуй, уникальность этого художника в этом списке. Другого такого сочетания религии и искусства найти трудно. Но кроме этой самой знаменитой вещи, как я уже сказал, Му Ци писал в самых разных жанрах. Возьмем, к примеру, его пейзажи. Они все тоже посвящены пасмурной погоде, в основном все тому же туману. И интересно тем, что на них практически ничего не видно. Угадываются только еле-еле деревья, отдаленные горы, река, на которой плывут рыбаки, возвращающиеся с уловом. Если приблизиться к ним, можно увидеть деревья, колышащиеся от ветра, но и даже некоторых людей, но в целом это картины, не описывающие мир, как мы его видим, не описывающие природу, а опять-таки выражающие некое внутреннее душевное настроение, которое лишь затем обратно воплощено в пейзаже. Такие довольно галлюциногенные вещи, в которые можно вчитывать все что угодно, потому что в них нет ничего устойчивого. Среди натюрмортов бросаются в глаза довольно прозаичные по меркам западного зрителя овощи, фрукты, мелкие насекомые, креветки. В общем, вещи, которые европейский художник вряд ли бы захотел отображать, считая их недостаточно значительными, но в этом разница между китайцем и европейцем. Китаец, по крайней мере классический китаец, видел в мелочи, в самых ничтожных животных и растениях определенный смысл, определенный знак, опять-таки, буддийский или даосский. И потому для китайских художников и для Му Ци, в частности, эти мелочи были, может быть, важнее некоторых богов. Самая известная его работа в жанре натюрморта — это «6 плодов хурмы», которая в 20 веке была очень популярна среди, опять-таки, начинающих или псевдо-дзен-буддистов на Западе. Ее многократно печатали в виде плакатов, обложек книг, даже на сумках и футболках. И многие знают именно эту вещь. Но она для человека с художественным вкусом и знающего немного историю европейской живописи сразу же напоминает кого-то из модернистов своей аскетической формой и многозначностью. Такую вещь мог бы написать Матисс, если бы он был китайцем. Наконец, большое место в творчестве Му Ци занимают животные. Не только обычные животные, реальные животные, например, тигры, которых он с огромным интересом изображал. И его тигры, разумеется, не похожи на то, как представляем себе это животное ученые. Оно имеет весьма конкретный характер, и в нем сочетается жуткость, угроза и игривость. Это фактически не столько тигр, сколько увеличенный кот, домашний кот. Но, кроме того, большую роль играют птицы.
Причем эти птицы заменяют, видимо, отсутствующие у Муци конкретные портреты конкретных людей, потому что его изображения людей — это в основном выдуманные персонажи или люди, жившие очень давно, всевозможные даосские бессмертные, буддийские монахи известные или просто боги буддийского пантеона. Поэтому, хотя в них наверняка отразились какие-то конкретные люди, все же это не портреты, а образы, обобщенные образы. Поэтому именно в птицах он странным образом подошел к более тонкому изображению человеческой души. Его птицы — это глубоко психологические животные, которые одним поворотом крыла или клюва могут выразить целую поэму. Наконец, немалое место в работах Муци занимают драконы. И это опять-таки необычные драконы. Это не те драконы, к которым мы привыкли у других китайских художников. Это существа очень грустные, мрачные, задумчивые, которые не столько победоносно испускают огонь и дым, сколько думают, видимо, о своей нелегкой подземной или подводной судьбе. И притом сама техника, в которой выполнены эти картины, и тот ущерб, который им нанесло время, привел к тому, что зачастую нужно вглядываться очень долго в них, чтобы вообще заметить, где там голова этого самого дракона, где его туловище и вообще что происходит на этих шелковых полотнах. Что можно сказать в целом о Муци, его роли в истории живописи? Он оказался своего рода изгоем в китайской традиции, но именно этим он интересен нам сегодня, потому что большинство обычных, даже самых лучших китайских художников смотрятся все же ограниченно, интересно лишь в контексте внутреннего развития китайской живописи, тогда как Муци как бы вне времени. Он может говорить любому человеку любого происхождения, любой национальности, не обязательно даже дзен-буддисту, хотя, может быть, дзен-буддист поймет его лучше, чем простой человек. Но в нем, мне кажется, наиболее важен редкий для Запада микс идей, техники и индивидуальности художника, притом индивидуальности, которая полностью спрятана, которая не хочет быть узнанной. И тем не менее присутствует в каждом мазке, в каждом движении кисти. И в этом смысле она выбивается из восточной живописи и становится частью живописи мировой.